Да, скорее всего, Масленица, поскольку это был последний видос зимний со снегом. Да, и их было как бы не так уж и много, как хотелось бы, но как только появилась возможность, так сразу. Но тем не менее, все, в этом году, наверное, все. Точно я, конечно, не знаю, может быть, но судя по снегу, он уже тает. Он уже конкретно так затвердел, падать больно и как бы, ну, тяжело. Погода еще, конечно, играет туда-сюда, поскольку там плюс 16, точнее, хотелось бы, но минус 16, плюс 3 на следующий день. И вот такие вот у нас температурные качели. До плюс 16 пока не доходило. Вот. Но ждем когда-нибудь. И уже, наверное, настоящая весна не за горами. Уже все конкретно. Корка снега появилась. Уже там ходить так проблематично стало. Тем более с санками. Накатали там этих кривых следов, которые как бы конкретно замерзли. Я приехал, не смог развести костер, бросил свои дрова в лесу и уехал. Это вот следующий день. Я приехал с новыми дровами, поскольку, тащить дрова это тяжело. А тащить дрова туда, а потом обратно это абсурд. Вы мне скажете, что абсурд это тащить дрова в лес? Но на эту тему было уже слишком много сказано, чтобы я сейчас еще и повторялся. Да. Поэтому, собственно, вот. Ну ничего. Вытащил дров. Эта зима, конечно, останется в памяти у меня как одна из самых снежных зим. Ну, по крайней мере, вот на этот момент. Столько снегу я не видал еще. Может, видал, но так активно по нему я не лазил. А сегодня я, конечно, будем добывать дрова, выносить. Вон оттуда вода. Поскольку я их туда закинул. Ну и хочется отдельной строкой отметить все-таки костерок. Не просто так я его показываю. Все-таки, навык, он набивается рука потихоньку и как бы с первой спички раз и готово. Хотя, говорю, вчера я не смог развести костер, потому что, была объективная причина, дул капец какой сильный ветер. Да, и поэтому тем не менее, я думал, что, мало ли, вдруг получится. Но не получилось. А вот сегодня все получилось. Я не знаю, возможно, на видео костер выглядит не так эффектно, но, тем не менее, вживую это было прелестно. Правда, был один недостаток у этого костра периодически. Вот когда я, видимо, подбрасывал дрова, которые, значит, со вчерашнего дня тут в сугробах лежали. Я их доставал, подкидывал. И, собственно, они, наверное, были сырыми. Скорее всего, я так подозреваю. Да. И был дым. Прям такой хороший, едкий, со всеми последствиями дым. Поэтому как бы вот единственный, наверное, недостаток. Причем он дул вообще, ветер непонятно в какую сторону. Ты там сидишь с этим тубареткой туда-сюда носишься, переставляешь ее бесконечно. Поскольку непонятно в какую сторону дует дым. Дует ветер и несет дым. Да, вот по поводу еловых веток. Вы когда-нибудь слышали, что они хорошо горят? Может быть,
что-то как-то я вот этого свойства у них не обнаружил. Мне говорили несколько раз, что вот сосновые, еловые ветки там хорошо горят, что подкладываешь и как бы и все готово там, и спички зажигать не надо. Ну, что-то как-то я вот этого свойства у еловых веток не обнаружил. Я не знаю, с чем это связано. Сырые, да нет, вроде как не сырые. Не знаю, уже потом, уже когда костер прям разгорелся, и они пошли. А так нет, они не горят. Почему, не знаю. Да, и в этом году я решил, что я буду работать без розжига. То есть я не использовал розжиг совсем. Хотя в прошлом году я его активно юзал. В этом году я подумал, что ну, можно так попробовать. В конце концов, это опыт, нужно попробовать все. Что еще такого прям, да, примечательного? Сегодня я сжег учебник черчения. Я не знаю, сейчас в школах преподают его, нет. Где-то нашел старый учебник черчения. Думаю, ну почему бы и нет. Но в чем загвоздка? Он почему-то тоже хреново горел, я вообще не понимаю. Да, все как бы разожглось, все чуть ли не с первой спички. Но как-то вот все, я не знаю, как просто везение, просто удача. На самом деле учебник, он этот толком не горел. Эти еловые ветки не горели. Эти сырые дрова. Я не знаю, как вот оно все вот так вот. Но тем не менее, еще раз хочется отметить, что костер удался. Да. Теперь я надеюсь что-нибудь еще придумать, связанное с походами в лес. Как-нибудь там, я не знаю, ну говорю, скорее всего, эта неделя будет, еще если вдруг удастся еще один раз сходить в лес, пожечь костер, это прям будет удача, прям вообще удача. Поскольку, говорю, ну все уже понятно, что уже все тает, уже сейчас будет появляться вода под снегом, и будет просто опасно ходить, потому что, ну, можно потом не выйти оттуда или выйти совсем мокрым. Хотя я и так-то мокрый весь пришел вот с этого похода. Да, поскольку, я еще раз говорю, снега в этом году очень много, а я как бы не любитель ходить там, где натоптано, там, где ходят люди. Мне надо идти там, где, как говорится, волки срать боятся. Я вот любитель вот этих всяких приключений. Да, вот оно все вот так вот и выглядит. Где-то у меня там уже порвал я немножко рюкзак этот полежкой, видимо, надо будет заштопать. Или новый купить, не знаю. Но, кстати, этот рюкзак, он уже довольно долго мне служит верой и правдой. Но его не жалко. И он все-таки, да, ни разу не подводил. Замок там такой, молния такая конкретная прям. Вот костерок. Он все норовил как-то погаснуть, потухнуть. Но я старался не дать ему этого сделать. И все-таки у меня получилось. Да. Было очень интересно. Единственное, я, наверное, скажу, что ну, особо не планировал снимать в этот раз почему-то. Да, я пошел, как бы, ну, потом что-то стал, развел костер, что-то сел и так хорошо пригрелся, что подумал, да ну его нафиг эту всю съемку, все эти передвижения, все вот эти перестановки.
там, я не знаю, разные планы, эти все проходы, проезды, да ну его все нафиг. И, короче, как-то вот снял просто вот то, что снял, вообще не планируя. Другой вопрос, отличается ли это от съемки как-то, в которую я там вложил какие-то усилия? Мне кажется, не особо и отличается. Но, тем не менее, это так. То есть я снимать не планировал. А поесть под костерок — это прям... Это неотъемлемая часть похода. Поэтому, да, взял себе там пирог, взял бананов, что-то я там еще взял. Короче, поел. Да, и постарался, чтобы в костре было поменьше бы осталось вот не сгоревших дров. Ковырял, шевелил. Ну, я так думаю, что все-таки у меня получилось. Костер получился прям на славу. Это вот я не устану повторять. Мне прям зашел этот поход конкретный. Правда, говорю, провонял я дымом. Тоже так весьма сильно. Какие выводы я из этого сделал, из вот этого похода, из всего? Ну, наверное, вывод один. Надо идти и делать. Надо смотреть, правда, на ветер, скорость ветра смотреть. Вот. Но надо, несмотря ни на что, стараться, потому что, я говорю, у меня было вот... Мне с одной стороны улыбнулась удача, с другой стороны было все против меня. Мокрая бумага, мокрые дрова, сырые. Ветер все-таки дул. И я все равно разжег этот костер, ну, не особо мучаясь. Как так получилось, я сам в шоке. Вот, и поэтому все так произошло. Видите, берез здесь не особо. У нас здесь сосновый бор. Сосновый бор, я очень люблю сосновый бор. У нас есть березы, но это в другой стороне. А в другую сторону дороги не протоптаны, не проезжены. Говорю, вот нынче прям проблема с этим. Да я бы и не пошел в березовый лес, поскольку он находится чуть дальше, чем, собственно, сосновый. И как бы сосновый бор это что-то с чем-то. Причем в любое время года. Хоть ты возьми осень, зиму или весну или лето, это просто вот в каждое время года сосновый бор, как и вся, собственно говоря, природа, играет новыми красками. Да. И оторвать глаз, оторвать вообще душу от этого вот всего вот великолепия невозможно. Я вот туда прирос, и как бы и вот я там есть. Другого мне и не надо. Я никуда не рвусь, не стремлюсь, потому что, блин, я еще этот лес весь толком не облазил. И еще долго мне там придется ходить. Потому что я так хочу. Это, как говорится, мое решение. Да. Еще повезло с тем, что вот сегодня нет народа. Что странно, погода все-таки гулять позволяет. А народа нет. Но мне же лучше. Люблю, когда никого нет. С одной стороны, мне непонятно, почему люди не ходят в лес. С другой стороны, классно, что люди не ходят в лес, когда я там есть.
Но опять же, лес большой, идите в другую сторону. А у нас люди... Вот почему я и не люблю ходить по проталенным дорогам, по протоптанным дорогам. Потому что, ну, туда все идут. И как бы не камельфо сидеть. И люди-то в основном идут просто так. Как бы даже без еды, без воды, вот просто. То есть я этого не понимаю. Как ты пошел в лес, ну ладно, там без костра. Ну взять горелку, взять там, я не знаю, тушенку, как-то что-то с собой. Посидеть, поговорить. Или просто как я, соло-поход, помолчать. Кстати, по одному люди почему-то не ходят. По мне так действительно. Это лучшее место, чтобы помолчать, посидеть, подумать, послушать дятлов, посмотреть на дятлов. Я имею в виду птицу. У нас очень много дятлов. Это прям интересно. И дятлы почему-то, вот сегодня меня удивило, ну, это я не снимал, вот, но тем не менее, слышу, дятел долбит, где-то рядом. Пошел посмотреть, думаю, ну столб. Не может же дятел долбить столб, зачем ему это надо? Пустая трата времени, думал я. Но тем не менее, смотрю, на столбе сидит дятел и так активно его долбит. Я думаю, ну, а нафига? Это же столб, он же не живой. А потом думаю, ну там же все равно червяки, наверное. Дятел же тоже, он же не дурачок, он же не будет просто так долбить столб неживой. Вот. Поэтому, собственно, да. Дятел птица интересная. А у нас чаепитие. Сегодня тоже просто великолепный чай. Сам себе удивляюсь, как я так могу на глаз сделать такой восхитительный чай, что вот и ни разу не получилось одинаково. Все время по-разному, и все время я восхищаюсь. Как я готовлю такой чай? Это просто вот просто великолепно. Еще с этим новым термосом. Он больше, чем предыдущий мой старый. И как бы, ну, сидишь весь день. А тут еще и дров у меня куча просто вот. Да, они сырые там, но они есть. И я еще раз говорю, костер-то получился великолепный просто. То есть я весь день просидел, как бы, и очень все понравилось. Думал о том, что будет летом, думал о том, что будет там через неделю, через две, поскольку я еще раз повторю, в лес ходить вряд ли получится. Да. Снег стал твердым. Корочка такая конкретная. Но, тем не менее, я и по снегу походил, попроваливался, так сказать, напоследок к зиме. Да, скоро Масленица. Да, и по снегу походил, и, в общем-то, и дятлов послушал. Ну, дятлы, они как бы круглый год, это наш прям подарок. Подарок нам от нашей природы. Вот. Вот костер уже как бы так догорает. Типа догорает, но дрова еще есть, поэтому когда у меня успела задраться штанина, я вот отсматривал видео, и я не пойму, когда. Ну вот сапоги. Наверное, когда я в сугробы ходил с дровами, вот тогда я успела. Вообще сапоги такие нужная штука, короче, потому что, ну, в обычных ботинках я бы конкретно набрал, хотя и в сапоги конкретно набрал, потому что не знаю почему. Но есть одно объяснение. Это я.
Все, больше просто объяснений никаких не требуется. Что в следующем году, следующей зимой я планирую? Ну, это можно сказать, потому что никаких великих планов нет. Есть просто задумка. Задумка купить лыжи охотничьи. Но опять же с ними мороки много. То есть их нужно смазывать правильно, их нужно правильно хранить. А это для меня как бы, ну, такая задача прям. Я человек вообще далеко не аккуратист никакой, не идеалист, и мне вообще все по барабану. Вот. Их нужно правильно хранить, правильно смазывать, правильно, там, не знаю, ухаживать за ними, собственно. И все нужно делать правильно, иначе лыжи превратятся в труху. Вот. Но тем не менее. И сани, охотничьи сани, не вот такие вот, а охотничьи сани хочется приобрести, чтобы загрузил и взял за веревку и потянул, и вообще тебя ничего не парит. Эти, они вот, как бы, вот я говорю еще раз, снег затвердел, и они стали прям конкретно переворачиваться. То есть раньше я, когда по мягкому снегу они тоже переворачивались, но не так сильно. Я дома, ну, минут 30, наверное, 40 шел. Вот до места дислокации. А сегодня я шел час, час 10. Потому что я полметра не могу даже пройти, и метр. Санки переворачиваются. Говорю, следов накатали этих кривых, все замерзло и все. Поэтому, да, я планирую приобрести охотничьи сани. Наверное, стоит это сделать летом. Вот, собственно, вот, да, такие планы. Потому что зимние походы имеют свой особый шарм. От этого отказаться, ну, просто... Причем я говорю, никаких там заморочек сильных, вот то, что вы видите, вот так оно все и выглядит, собственно. Никаких сверхъестественных там заморочек, никаких сверхъестественных... Вот. Никаких сверхъестественных вложений я в это дело не делаю. Вот пошел за дровами, пожалуйста. Собственно, снега по пояс. Как видите, тяжеловато, но я делаю это не без удовольствия. Потом уже, конечно, я подумал, что можно было как-то это все в одну кучку скидать, сложить точнее, а не так, что покидал. Я просто вот стоял на дороге и кидал дрова в снег. Да, думал, что ну когда-нибудь соберу и пофиг. Я же не думал, что когда-нибудь завтра настанет. Поэтому как бы раскидал дрова и ушел спокойно. А потом вот пришел их собирать, собственно. И собрал. Я уж не знаю, сколько там осталось, но не так много, если и остались. Так что вот такие вот дела. И я счастлив. Всем, так сказать, рекомендую подобный отдых. Как уже сказал, вложений это не требует. Ну, какие там вложения? Термос, рюкзак какой-нибудь. А если вы крутой походник, то вы добудете дрова, я думаю, в лесу это не проблема, потому что как бы я не являюсь каким-то там, вот видите, дым идет. Конкретно валит дым. И это проблема. Странички от учебника, которые, блин, не горят. Я не понимаю, как я из дома взял учебник. Из дома. Ну, то есть он дома лежал. Он не может быть сырым. Почему он не горел? Непонятно. Ну и, собственно, потушив костер, я отправился до дома.